Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Я рада вас приветствовать. В этом видео я хочу вам показать, как легко и просто связать цветок розы. Нам понадобится пряжа и соответствующий крючок по размеру. Здесь нужно обратить внимание на то, чем толще у вас пряжа, тем больше будет цветок. Я взяла такую розовую пряжу немножко с люрексом. И берем пряжу и набираем 60 воздушных петель. Я набрала 60 воздушных петель. Теперь эту 60-ю петелечку можно немножко пальчиком так придержать и набираем еще 5 воздушных петель. 3 петли подъема и 2 поворотные. 1, 2, 3, 4, 5. Вот я набрала 5 воздушных петель. Вот в эту 60-ю петлю я делаю столбик с накидом, вяжу. Столбик с накидом в 60-ю петлю. Вот у нас получилась вот такая вот рогаточка, то есть 3 петли подъема и 2 поворотные. Теперь столбик с накидом вяжем в 3-ю петлю, то есть 2 пропускаем, 1, 2, а в 3-ю вяжем столбик с накидом. Столбик с накидом, 2 воздушные петли, 1, 2, и опять столбик с накидом в эту же петлю, формируя опять такую же рогаточку. Вот, видите, вот такая вот рогаточка. Первая она не очень вырисовывается, но вторая замечательная. Теперь опять 2 петельки пропускаем, 1, 2, а в 3-ю вяжем столбик с накидом, 2 воздушные петли и опять столбик с накидом в эту же петлю. Вот так. Вот теперь у нас уже 3 арочки, видите, рогаточки такие. В общем, такие рогаточки, пропуская 2 петелечки, такие рогатки нам нужно провязать до конца ряда. Я провязала весь ряд, все 60 петелечек такими рогаточками. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3 и поворачиваем вязание. Повернули вязание, в эту арку вяжем столбик с накидом. Столбик с накидом. Теперь 2 воздушные петли, 1, 2, и 2 столбика с накидом в эту же арку. 1 и 2. Вот такие арочки мы должны провязать тоже в каждую нашу рогатку. То есть 2 столбика с накидом, 1, 2. 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. Тоже рогаточки, только по бокам у нас не по одной воздушной петле, а уже по 2. Так в каждую вяжем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. Также до конца ряда. Я заканчиваю провязывать второй ряд нашей розы. Все, второй ряд у меня провязан. Теперь переходим к последнему, 3-му ряду. Вяжем 1 воздушную петлю и поворачиваем вязание. Нам нужно вот в эту арочку, то есть мы сейчас на 2 петелечки переместимся ближе к арке соединительными столбиками за заднюю стенку, вот так. Все, теперь делаем 3 воздушные петли подъема. И в эту арочку, то есть воздушные петли, это уже считается как 1 петля, значит сейчас я вяжу 6 столбиков. Мне нужно провязать 6 столбиков с накидом. Уже воздушные петли, это считается 1 столбик, значит и еще 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Вот я провязала 5 столбиков, ну 6, да, будем говорить. Теперь смотрите, вот сюда, то есть между вот этими рогаточками, вот сюда нужно провязать столбик без накида и как бы вот эту вот ракушечку закруглить. Теперь вот в эту арку вяжем также 6 столбиков с накидом. 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Вот я провязала 6 столбиков. Теперь между этими арочками, между рогатками, вяжу столбик без накида. И получается, мой веерочек такой становится более плавным. Опять вяжем 6 столбиков, и вот сюда вяжем столбик без накида, а сюда 6 столбиков с накидом в арку. И так нужно провязать до конца ряда. 6 столбиков с накидом, столбик без накида, 6 столбиков с накидом, столбик без накида. Провязываем. Все, последний столбик с накидом. Все, моя роза в вязании готова. Остались самые последние элементики. Мы сейчас обрежем нить. И ниточки все заправляем. Заправляем все ниточки очень аккуратненько. Ниточки я все заправила. Вот смотрите, розочка такая у нас лежит. Смотрите, как красиво получается. Если нам взять за один кончик и начать его немножко крутить, вот так, то у нас будет уже образовываться, смотрите, на глазах у нас образовывается красивая розочка. Теперь, вот, если вам, например, такое скручивание нравится, или, например, вы хотели бы потуже или послабже, то здесь вы уже смотрите, как располагаются лепестки. Мне кажется, хорошо. Я люблю, когда лепесточки предыдущего ряда располагаются между, да? Вот. Теперь нам нужно розочку перевернуть. Вот видите, вот они все, эти скручивающие элементы. И ниткой в тон я взяла просто розовую нить. Или, например, если у вас такая тонкая нить, которую вы вязали, можно ей. Нужно все это аккуратненько сшить. Начиная с центра. Можно раскрутить, вообще раскрутить, да? И, например, вот сложить чуть-чуть и начать сшивать. Опять прокрутить и сшивать. Ну вот я, например, вижу, да, что вот у меня, вот они мои ряды. И я их аккуратненько сейчас буду сшивать, чтобы у нас больше наша розочка не распускалась. Аккуратненько сшиваем ряды. Все, я сшила свою розочку. Смотрите, какая прекрасная она получилась. Будет замечательным украшением к любой одежде, к головному убору. Можно сделать ее в виде броши. В общем, красивый элемент для украшения любого изделия. Учитесь, дерзайте, у вас обязательно все получится. Если вам нравится видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!